Привет! Как некоторые из вас знают, я уже третий год подряд участвую в Инктобере, в Инктябре. Инктобер — это когда художники в течение целого месяца каждый день рисуют чернилами, тушью или чем-то таким. Должна признать, что в 2015 году Инктобер дался мне очень тяжело, зато в этом году у меня не было с ним совершенно никаких проблем, и он прошел очень легко и безобидно. Хотя я и пропустила несколько дней из-за фестиваля и из-за подготовки к нему. Кстати, большое спасибо всем, кто пришел на Морс. Вместе с Инктобером у меня закончился целый скетчбук, который мне 1000 лет назад подарили подруженьки на день рождения, и я берегла его для особого случая, и, видимо, этот случай настал. Есть несколько распространенных вопросов, связанных с Инктобером, и я на всякий случай отвечу на них в этом видео, потому что в следующем году, если я доживу, я тоже буду участвовать в Инктябре, и даже если я не доживу, это видео останется в интернете, и кто-нибудь сможет его посмотреть, если захочет. Вот бы дожить. Джейк Паркер, чувак, который придумал этот Инктобер, каждый год составляет список тем на каждый день. Но фишка в том, что следовать этим темам совершенно не обязательно. Типа вы можете рисовать по этим темам, или вы можете рисовать что-то свое. Есть куча всяких штук, типа альтернативные темы для Инктября, и если хотите, вы можете использовать их, и вообще здесь правил никаких нет. Просто рисуйте каждый день. Если мы посмотрим на инструменты, которые советует нам Джейк, мы увидим там и линеры, и пенбраши, и даже белые гелевые сакуровские ручки. Слово «инк» обозначает жидкий пигмент, и мне кажется, нет совершенно никакой разницы между брашпеном... Началось. Мне кажется, что нет совершенно никакой разницы между брашпеном с твердым кончиком и обычным маркером. Я не вижу никакой разницы. Я думаю, что Инктобер можно пройти, даже используя, не знаю, акварель, например, и кисть. Ну, то есть, какая разница, чем делать контур, правильно? Единственное, что у меня вызывает страшное бешенство, это когда по хэштегу Инктобер в Инстаграме я вижу карандашные скетчи. Я, в принципе, часто бешусь, но тут я просто сатанею. Вот так делать не надо. Никто не станет вас пиздить палкой, если вы пропустите пару дней. Инктобер нужен, чтобы вы привыкали рисовать каждый день, и чтобы вы повышали скилл и улучшали свои отношения, в данном случае с конкретным материалом. Если вы пропустили пару дней, хорошо. Если вы закончили весь Инктобер, отлично. Если вы запороли его и слили на 5-й день, тоже нормально, вы все равно молодец, потому что вы попытались. Короче, относитесь к Инктоберу спокойнее. Это никакой не тест и не контрольное. Я серьезно видела людей, которые в самом деле паникуют из-за того, что они пропустят и не начинают рисовать, потому что боятся, что там через 2 недели у них закончатся силы. Ну так как же вы иначе узнаете, где этот лимит ваших сил, и как же вы будете развиваться, если вы не будете знать? Итак, чтобы успешно пройти Инктобер, нужно навести порядок на столе и запастись терпением. Подготовьте инструменты. Совсем не обязательно покупать дорогие материалы. Единственное, о чем действительно стоит позаботиться, это плотная бумага. Какой-нибудь ватман вполне подойдет. В этом году я решила сосредоточиться на самом сложном, на тонких ровных линиях. Поэтому заранее купила себе микрон. Этот линер хорош и дорог только потому, что он водостойкий, и поверх него можно заливать рисунок чем угодно. Но если вы не планируете лайнить до покраски, то можно обойтись чем-нибудь подешевле. Хотя бы гелевой ручкой за 9 рублей. Я от скуки успела использовать всю свою тушь и чернила, что у меня были. Ничего особенного, самые дешевые штуки из ближайшего канцелярского магазина. Никакой особенной разницы между ними я вообще не вижу. Но это может быть потому, что я просто неискушенная и хорошего ничего никогда в руках не держала. Вообще мне все равно, чем рисовать. Для скетча я использовала простой красный карандаш. Я знаю, что кто-нибудь обязательно спросит сейчас, поэтому я заранее отвечу, что красный карандаш используют, потому что его очень легко убирать потом в фотошопе из черно-белых рисунков. А на фотографиях в Инстаграме такой скетч, просто выглядит живенько. Единственной особенностью в этом году была маскировочная жидкость в баночке из-под детского питания.
По факту это просто жидкая резина. Возюкаете ею по какому-нибудь месту, ждете пока высохнет, и поверх можно рисовать чем угодно, краска туда не попадет. Я с ней вдоволь успела наиграться в этом месяце. Чтобы не слить инктобер, лучше делать эскизы заранее. Если вы нарисовали в первый день картинку и у вас остались силы еще сделать 2 скетча, то обязательно сделайте их, потому что они вас потом очень сильно выручат, я обещаю, они пригодятся. И последнее, но не по значению, расслабьтесь. Нет ничего губительнее в этом деле, чем напряжение. Поставьте сериал на фон, отвлекитесь и рисуйте первое, что приходит в голову. Не старайтесь слишком сильно, потому что если вы будете сильно напрягаться из-за этого, у вас будет стресс. А если у вас стресс, вы не сможете рисовать каждый день, потому что вы будете относиться к этому как к каторге. А вам нужно научиться относиться к этому как к процессу, как к медитации. И тогда все пройдет легко. Ну и вот еще что. Совершенно не обязательно ждать целый год, чтобы рисовать каждый день или прокачать свой скилл. Я вообще немножко злюсь на себя и на все рисовательное сообщество, потому что мы активны только 1 месяц в году. Это мне кажется несправедливым и неправильным. И вся вот эта вот история с ежедневным занятием чем-то касается абсолютно любого навыка, который вам интересен. Если начнете прямо сегодня, то через месяц вы научитесь играть на гитаре, печь торты и вообще, не знаю, чему вы там хотели давно научиться. Даже язык можно выучить за месяц, мне кажется, если хорошо заниматься. Изи-бризи. Спасибо, что смотрели это видео. До свидос.